Всем привет, на связи как всегда я Влад, и это долгожданный разбор на 5-ю и 6-ю серию Лего Ниндзяго Восстание Драконов. А перед началом моего видеоролика я попрошу вас подписаться на мой YouTube канал и на мой Telegram канал, чтобы не пропускать мои новые видео. Ну а так, не буду долго затягивать, погнали! 5-я серия. Единственный спаситель. Серия начинается с того, что Рокс Нокт разбивает цепи на передних лапах Громоклыка. Далее Рокс говорит Громоклыку, что запретная пятерка уже отправилась за другими клинками. Далее мы видим город Крамов. Гроби устанавливает экспонаты для своего музея и хочет отправить письмо Гео для того, чтобы он сделал для него новый экспонат. Он дает письмо маленькому дракону, но Кур перехватывает дракона и высасывает из него душу. Кур забирает клинок. Робби подкрадывается сзади, чтобы забрать у него стихию с помощью кубка, но драконианцы перехватывают его, и Кур высасывает душу из Робби. В следующем кадре мы видим Арина, Раса, который бродит по пустыне. Далее Рас активирует какой-то рычаг, и из-под земли поднимается джет Раса. Рас спрашивает у Арина, может ли он управлять таким устройством, и Арин говорит, что да. Но всего лишь через 5 попыток он запускает самолет. Далее мы видим команду Ллойда, которая нашла зацепки для поисков Арина. После мы видим рекламу от Раптона, который зазывает к ним в команду грабителей. Далее мы видим ПВЖ, который пытается починить Зейна и говорит команде Раптона, что они помогли искать детали. Далее нам показывают Кая, Ни и Волтфайр, которые пытаются узнать, как Джей играл в игру удаленно. Волтфайр получает письмо от Робби, где написано, что на город Храмов напали. Далее мы видим Раса и Арина, которые летят за родителями. Арин видит деревню, на которую напала Рокс. Арин хочет узнать, что произошло, но Рас говорит, что нужно сконцентрироваться на своих нуждах. Далее Раю начинает толкать команду в кусты, и небо начинает краснеть, а это значит, что запретная пятерка уже тут. Драконианцы и Зарт ищут клинок, и Фраг догадывается, какой клинок они ищут. Но тут их и замечает Тир, и начинается драка. В это время мистер Фрахихи пытается открыть портал, и у них получается. Волтфайр видит, что у Робби высосали энергию, и у него ухудшается зрение. Что он не смог прочитать книги, зачем запретной пятерке нужны клинки. Тем не менее, продолжается драка с драконианцами и командой Ллойда. В тот момент, где они почти проиграли, прилетает ПВЖ с Зейном в своей новой форме. ПВЖ прогоняет Зарта и драконианцев, ну и под конец Сора решила немножко подстебнуться над Зартом, на что Зарт обиделся и улетел. В деревне драконианцев Рокс пинает и отчитывает Зарта за то, что он упустил клинок. После приходит Кур с сломанным клинком, и Рокс говорит, что магия желания его починит. Рас и Арин прилетают к родителям Арина в страну Ли, но в итоге Арин видит могилы своих родителей. Он начинает плакать над могилой своих родителей. Но тут Рас говорит, что он может отменить слияние и повернуть время вспять. Он говорит, что только он поможет спасти родителей. И на этом серия заканчивается. 6-я серия. Павшее желание. Серия начинается с того, что Роуд встречается с Диатрикс. Та у него просит, чтобы он похитил Раса и привел его к ней. Джей говорит, что это будет дорого стоить, но Диатрикс дает деньги. И Роуд соглашается. Далее нам показывают Джинзяго, где Арктор исполняет желания людей. Также в числе тех людей есть и Дарет. В этот момент небо начинает краснеть, и появляется Рокс с драконианцами. Рокс просит, чтобы Арктор починил клинок, но он отказывается, так как он знает, что это за клинок. В городе Храмов Ния и Кай исследуют книгу, которую им дал Робби. Ния находит информацию про призматические клинки. В Джинзяго идет битва, и во время битвы Рокс загадывает желание, чтобы ниндзя появились тут. Арктор исполняет желание и перемещают Нию и Сору и Раю. Почему они? А потому что Арктор знает и видел только их. Они понимают, что Арктору нужна помощь, и вступают в битву. Арин продолжает тренировки с Расом, и Рас рассказывает ему, как он получил икону дракона. Тем не менее, в Джинзяго во время битвы Ния рассказывает все Соре про призматические клинки. Аракор истратил все силы, чтобы призвать ниндзя, поэтому ниндзя загадывают маленькое желание и побеждают драконианцев и расширяют Джинзяго. Но в один момент Арктору становится плохо, и Рокс пользуется этим и заточает Арктора в треугольник и чинит призматический клинок. Рокс решила немного помучить ниндзя, но Сора замечает, что этот треугольник технологический. Она ломает его с помощью сил
и Арктор освобождается, и он с ниндзя побеждают Рокс. В конце битвы Ния загадывает желание, чтобы знать, где находятся Джей и Арин, но Арктор говорит, что это слишком большое желание. В итоге они загадывают вернуться к друзьям, и они возвращаются. Сора рассказывает своей команде про призматические клинки, а Ния с Каем решают отложить поиски Джея и искать пятый клинок. Арин рассказывает расу про храм средоточий, и они улетают. И все это время за ними наблюдал Роук. И на этом серия заканчивается. Но на этом у нас сегодня все. Подписывайтесь на соцсети, чтобы не пропустить мои новые видео. Еще увидимся, на связи был Влад, всем пока!